Всем привет! Давайте сегодня посмотрим просто супер какой-то невероятный новый адвент-календарь. Я когда его увидела, честно говоря, прям даже не поверила. Посмотрите, какой он здоровский. Это прям настоящий сундучок или чемоданчик, я не знаю, в Хогвартс. На тему квиддича, то есть это такой сундук для квиддича. В общем, офигенный. Посмотрите, как он выглядит без упаковки, просто офигенный. Он из такого плотного картона, и вот эта фурнитура, она прям металлическая. В общем, очень приятные детальки. После распаковки он прямиком пойдет на мою полочку. Я туда сложу всякие интересные штучки. Очень клевый. Мне безумно понравился. Посмотрите, тут вот все факультеты есть. Очень клево. Сбоку и сзади вот он такой аккуратный, очень красивый. Давайте быстренько глянем спойлер. Я особо не присматриваюсь, чтобы не смотреть. Но вот тут много всего, всяких интересных штучек. Кстати, хотела отметить, что вот этот темный такой, знаете, более волшебный, как будто дизайн, мне кажется. Это вот, судя по всему, новый дизайн всей упаковки Гарри Поттера. Теперь вот дизайн такой на белом фоне с Гарри, да, они не используют. Все новые дизайны, все новые коробочки уже приходят вот с таким дизайном, так что это вот новый дизайн. Первый раз этот дизайн вот с этими иллюстрациями, где я их рассматривала тоже, я видела на новом вот киндере гиганте Гарри Поттер. Он есть на канале, кстати, так что заходите посмотреть. Вот этот вот темный фон, мне кажется, такой более волшебный. И тут такие всякие разные иллюстрации. Очень прикольно. Мне, честно говоря, он нравится больше, чем вот этот белый был с Гарри. Сам чемоданчик на самом деле такой не очень большой, но мне кажется, прямо идеального размера вот поставить на полочку и что-то там хранить. Так что давайте открывать. Посмотрите, тут прямо металлическая фурнитура. Очень клево. И посмотрите, что мы тут видим. Мечи для квиддича. Очень клево. А на крышке вот такая вот иллюстрация на тему Хогвартса. И давайте смотреть сами окошки. Офигеть. Блин, посмотрите, как здорово. Они прям в индивидуальной упаковке. Очень прикольно. Всякие разные иллюстрации, картинки. Очень мне нравятся. Давайте достанем первую. Это у нас Слизерин. Там вот еще второй ряд коробочек. Там такое что-то совсем небольшое. Я, честно говоря, такие календари еще не открывала. Премиум. Так. И тут такое маленькое украшение на елку на тему квиддича. Довольно прикольно. Так аккуратно сделано. И ленточка такая приятная. Но оно такое деревянное, знаете, как обычно в календарях. Коробочки, конечно, прикольные тоже, и можно их использовать потом. Ну и, кстати, можно заново сделать адвент-календарь, на самом деле, в каждую коробочку положить что-то новое свое. Прямо настоящий сундук с сокровищами, на самом деле. Тут такое что-то прямо весомое. Это мячик, ничего себе. Забавно, он прям сделан, как будто это золотой снич. Прикольно. Но видите, так вот эти календари, они повторяют идеи, конечно, друг из друга. Мне так нравится, они так аккуратно сложены, конечно. Прям отдельное удовольствие доставать все эти коробочки. У нас большая коробочка Гриффиндор. Похоже носки, да? Да. Носки мне нравятся обычно, они довольно прикольные. Посмотрите. Тут на носках получается номер 07, номер Гарри Поттера. И тут вот надпись Гарри Поттер. То есть, знаете, если вы фанатеете, можете одеть на его игру. Тут у нас Пуффендуй. А весь этот календарь, он на тему квиддича. Это забавно, я вот помню, когда перечитывала Гарри Поттера как-то раз, мне очень понравилось, как вот Джоан Роулинг описывает, да, то, что Гермионе было совершенно пофиг на квиддич. И я, на самом деле, в книгах ее совершенно понимала. Мне хоть и нравятся какие-то, знаете, объекты, детали, дизайн всяких штучек для квиддича. Но вот как сама игра как-то меня не особо интересовала. И мне очень понравилось, как она описывала, да, со стороны Гарри, насколько это было ему важно. Со стороны Гермионы, которая никак не могла понять их одержимость. Мне вот очень понравилась эта разница описания. Так, тут что-то небольшое. И тут закладка. Ничего себе. Закладка такая, что вот могла торчать из книги. Обожаю закладки, так что я вполне рада такой штучке. Посмотрите, тут Гарри поймал снич. Коробочка Коктевран. Такая красивая коробочка внизу, 14-я, посмотрите, как здорово. А, кстати, по цене этот календарь хоть и выглядит просто как-то невероятно и супер эффектно, я его купила по, опять же, обычной такой бюджетной цене, 2500 он стоил. Я видела, что на него цены бывают какие-то просто сумасшедшие. Так что имейте в виду, по бюджетной цене его вполне можно купить. Итак, и тут у нас маска для сна. Она также на тему квиддича, смотрите, с разными иллюстрациями. Очень прикольно. На самом деле, вот эти вот иллюстрашки довольно клевые, похожи на марки. В одном из прошлых календарей с такими иллюстрациями там были стикеры.
Сами коробочки, конечно, очень прикольные. Посмотрите, они такие все состаренные, и сам сундучок такой состаренный. Очень клево выглядит. Как подарок, конечно, такую штуку купить, это просто какая-то безумная клевая штука. Так, и тут у нас линейка. Блин, она мне очень нравится. Смотрите, как здорово. Это как будто стикеры, да, которые вот вы собираете с разных поездок на игру Quidditch. Блин, как клево. Вот, посмотрите, чемпионат по квиддичу. Идея просто суперская, мне очень нравится. Стикеры вот метлы молнии, очень клево. Такие разные фирмы метел. А вот интересно, а у Сничи есть какие-то разные фирмы? В Хогвартс Легаси, кстати, показали, что до вот таких заколдованных сничей там были птички такие маленькие, супер милые. Очень интересно было в игре узнать. Прикольно. Такой экспириенс распаковки из коробочек, конечно, приятнее, чем вот из календаря с окошками. О, блин, как клево. Я хоть и не особый фанат вот таких вот брелочков простых, но вот этот, не знаю, мне очень нравится. Вот мне нравятся такие идеи, как будто вот ты часть волшебного мира, и вот такие штуки вполне там могут, знаете, продаваться, вот, если ты фанат Квиддича, вот, с собой таскать биту у себя на портфеле. Очень прикольно. А это что такое интересное? Это мешочек. Блин, какой клевый. Мне очень нравится. Он из такого приятного материала. Он хлопковый, но вот такой интересный. И печать хорошая. Обожаю такие мешочки. Я постоянно их использую для зарядок и для всякой мелочи в сумке. Ну и дома тоже для хранения. Мне очень нравится. Блин, очень клевый. Так, что у нас тут? Ручка. Она такая несложная, но все равно с печатью. Можно представить, что такие ручки давались в подарок на чемпионате по квиддичу. Такая хорошая, простая ручка. Она, конечно, не сравнится вот с такими ручками в форме палочки Гарри Поттера из других календарей, но вот такая тоже здоровская. Тут получается пазл, но он с иллюстрацией, так что давайте соберем. Тут получается вот такая приятная иллюстрация на тему Квиддича. Мне на самом деле очень нравится. И вот его можно склеить на самом деле и сделать как закладку в книгу. По-моему, очень прикольно было. Я на самом деле обожаю пазлы. Вот если, знаете, какой-нибудь большой был бы, я бы с радостью пособирала. Я уже очень давно смотрю на пазл вот карты мародеров такой, знаете, гигантский, он прям большой. Очень хочу на самом деле себе его приобрести. Еще одна вот такая приятная коробочка из Пуффендуя. Тут что-то легкое. Так. Блин, какой клевый набор. Офигеть. И это магниты. Блин, как клево. Посмотрите, как здорово. Очень клевый набор. Посмотрите, тут есть мечи из Квиддича, и Снич, и герб Гриффиндора. Офигеть, эти персонажи все. Блин, как здорово. Мне на самом деле очень нравится, что тут есть Джинни. Ну, знаете, по лору ведь она стала известной игральщицей в Квиддич. Сменкой в Квиддич. Квиддич-спортсменкой. Не знаю, как правильно. Они прям прямиком пойдут мне на холодильник. Очень клево. И получается, заканчивается первый слой коробочек. Легкая коробочка из Рейвенкло или Коктеврана. Так, интересно. Вот эту штуку я видела, кстати, в спойлере. Я ее запомнила, потому что это такая необычная штуковина на самом деле. Вот такая мягкая бутылка для воды. На самом деле очень клево, мне нравится эта идея. И начинаем вторую часть календаря. Звучит что-то очень интересно. Ага, это значок. Блин, это значок с Гарри и Малфоем. Представляете, как было бы здорово, если бы тут был вот значок из фильма, где вот Гарри и «Голосуйте за Седрика». Причем я видела вживую, на Алиэкспресс продаются такие значки вот с Седриком и Гарри. Очень прикольно на самом деле. Знаете, для косплея такого. Очень клево. Вот получается Гарри и вот такой злой Малфой. Гигантская интересная коробочка. Очень красивая коробочка вот с такой иллюстрацией Гриффиндора. Что это? Это варежки. Так прикольно, они такие уютные. Здорово, если вы собираетесь на кубок Квиддича. Это довольно прикольная иллюстрация золотого снича. Единственное, немножко большеватые копирайты тут. Сами варежки довольно качественные, мне нравятся. Очень приятные на самом деле к руке. Если вы, как и я, любите волшебство, я просто уверена, что вы любите дарить вот такие добрые открыточки. Напоминаю, что я рисую вот такие милые открытки, которые можно купить на Озоне с быстрой доставкой. Сейчас можно приобрести вот такую теплую открытку для возлюбленных, а также вот такую новогоднюю открытку с котиками, вдохновленными мимасиками. Ну и также в моем магазине вы всегда найдете открытки на день рождения. А еще перед праздниками, помимо скидок Озона, я также сделала скидки от количества открыток. Так что заходите в магазинчик. Тут что-то совсем легкое. Кажется, возможно, это тоже закладка.
А, нет. Блин, какие клевые стикеры. Посмотрите, какие клевые стикеры. Мне на самом деле очень нравится вот эта стилистика. Мне кажется, прямо прикольно выглядит вот персонаж тут такой, лев гриффиндорский. И Снич, в общем, на самом деле очень клево. Как идея стикера очень прикольная. И знаете, мне кажется, она поддерживает вот идею с линейки. Смотрите, Слизерин такой опасный. Ревенкло такой хитрый тут. Единственное, вот видите, они немного криво обрезаны, к сожалению. Вот мне второй раз такое попадается. В прошлом календаре тоже подобная история была. Видите, стикеры не по центру. Но сами стикеры, вот их идея мне очень нравится. Очень клево. Такая милая крошечная коробочка. Блин, как клево. Я обожаю пины. Посмотрите, как здорово. Он прям блестит. Очень прикольный. Тут нет цветов, он прям просто золотой, знаете, с таким тиснением, с текстуркой. В общем, очень клевый золотой Снич. Прямо действительно золотой. Очень прикольно. Такая большая коробочка, но Слизерин. Так. Мне очень нравятся такие метры. Вот они никогда не лишние, а то их постоянно теряю, честно говоря. Тут такая иллюстрация Снича. Очень прикольно. Не знаю, очень аккуратно напечатано. Все очень здорово. Наверное, из всех таких метров больше всего мне понравился метр из календаря Луны. Там вот он с патронусом такой голубой, очень красивый. Тут есть кнопочка, чтобы он собирался. В общем, очень удобная штука. Так. Кстати, вот эту штуку я ждала. Посмотрите, как клево. Тут такое вот ожерелье со Сничем на простой цепочке. Блин, очень здорово. Мне нравится, он такой тонкий, клевый. Смотрите, Снич тут такой объемный. Выглядит очень клево. Такой довольно изящный, прямо прикольно. И он прям очень блестит. Еще в тему хотела показать. У Пандоры была коллекция по Гарри Поттеру. И посмотрите, что мне удалось раздобыть. Офигеть. Посмотрите, это сережки Снича. Безумно нравится. Они просто как-то невероятно детально сделаны. Очень клево. Даже с другой стороны все сделано. То есть вся его форма, его крылышки. Безумно клевые сережки. Очень их люблю. Посмотрите, вот такой наборчик, по-моему, очень клево. Я, честно говоря, так редко их ношу. Я очень боюсь их потерять всегда. И на самом деле вот так получается очень клевый набор. Стерка. На форме меча для квиддича. На самом деле очень клевая идея. Я проверяла, эти стерки вполне хорошо стирают, так что можно брать себе в пенал. Очень прикольная идея. Такие маленькие записочки бумажные. Их можно использовать как закладки еще, они клеятся. Вот так. И тут с такими небольшими иллюстрациями на тему квиддича. Очень прикольно. На самом деле мне нравится вот здесь вот как сделано. Довольно клевый кубок и Снич. Прикольно. Так, тут что-то интересное. Так, здесь вот такой большой шарик. Вот эти шары, наверное, это самое такое, что меньше всего мне нравится в таких календарях, потому что его самому не надуть, к сожалению. То есть, если бы они делали, в принципе, наборы обычных шариков, я бы порадовалась, честно говоря. А вот что с таким делать, я даже не знаю. Но здесь красивая иллюстрация, посмотрите на тему квиддича. Вот сам сундучок, очень клево. В сундучке прямо совсем мало осталось, так что приближаемся к концу. Так, тут что-то маленькое. Нашивка, которая приклеивается, я так понимаю. Но сама она довольно прикольная. Смотрите, тут герб Хогвартса. И, кстати, она довольно так детально, прям качественно сделана. Посмотрите, такие тонкие линии. И Снич тут очень клево. В общем, нужно заводить бомбер Гарри Поттера и на него все это лепить. Последняя большая коробочка. Тут что-то интересное. Вот эту штуку я тоже ждала. Блин, посмотрите, как клево. Это такой мешок для обуви. Мне кажется, идея очень клевая. И посмотрите, тут иллюстрация с формой для квиддича. Сам сундук тоже есть. Он такой довольно большой, прямо видно, что вместительный. Офигеть, тут прям поместится. Мне как раз надо такой мешок. Единственное, не самое удачное расположение иллюстрации, к сожалению. Посмотрите, вот надпись тут так разделилась странновато. Но сама иллюстрация клевая, мне нравится. И защита тут, смотрите, и метла. Нимбус 2000. Очень клево. Вот это прямо такие детальки из мира Гарри Поттера, которые мне очень нравятся. Знаете, как будто вот действительно это ваш мешок для квиддича. Очень клевый пакетик, он такой тонкий, но вместительный, большой. Мне очень понравился. Самая последняя крохотная коробочка. Иллюстрация внутри мне тоже очень нравится. Посмотрите, как клево. Закрываем сундучок и забираем себе его на полочку. Итак, последняя коробочка. Не представляю, честно говоря, что там. Так. Блин, честно говоря, эту штуку я тоже ждала. Офигеть. Посмотрите. Очень клевая идея. Это сквиш, да, вот. И он по форме меча из квиддича. Блин, очень клево. Эта штука на столе будет постоянно использоваться, судя по всему. Блин, очень приятно.
Могли положить вот последний вот мешочек такой клевый в последнее окошко, да? Но вот эта штука очень радостная, не знаю, очень прикольно. И давайте посмотрим на все, что нам попалось. На самом деле я еле все уместила. На самом деле не все, я не все положила. Ну и не весь пазл, например. В общем, мне очень понравился этот календарь, на самом деле. Наверное, из вот последних календарей он самый прикольный. Хотя, казалось бы, на тему квиддича, я вот даже не знаю. Цепочка мне безумно понравилась. Я видела ее на спойлере, и вот это одна из штук, которую я запомнила. Но вживую, честно говоря, она намного лучше выглядит, чем вот на изображении. Комплект к моим сережкам, мне кажется, очень прикольно. Канцелярские штуки я всегда использую, так что вот мне очень нравится. И вот здесь вот какая-то супер удачная линейка на самом деле получилась. Ну, а мешочки просто вне конкуренции. Вот этот мешочек мне безумно понравился, я сразу его буду использовать. Мне сейчас прям очень нужен большой мешочек для зарядки для Nintendo. Вот этот мешочек для обуви мне очень понравилась идея. Я его точно сейчас вот прям тоже начну использовать для кроссовок. Смотрите, так прикольно в итоге сложилось. Вот тут мечи все. Ну, не все, но несколько мечей с Квиддича. Очень клево. В общем, мне кажется, очень удачный календарь. Вот за его такую бюджетную цену, которую я смогла приобрести за 2500, мне кажется, прям очень удачный наборчик получился. Это последний адвент-календарь, который запланирован в этом году, так что с Новым годом! Подписывайтесь, будем смотреть еще много всяких интересных штучек и увидимся в новых видосиках. Календарь Honeydew по сладостям из Гарри Поттера в этом году так и нигде не появился. Я очень его жду. Если он появится в середине года даже, я его куплю. Так что он обязательно будет у меня на канале. Мне он очень нравится. Вы пока можете посмотреть другие видосики по адвент-календарям. В этом году получилось прямо снять много, как я планировала. В общем, заходите, смотрите. Там много всяких интересных штучек. Вот, кстати, отдельно некоторые коробочки, на самом деле, прям очень удачные, очень клевые. Мне кажется, их прямо стоит оставить для чего-то. Может быть, даже подарочки подарить в них. Очень прикольные, вот такие большие. В общем, просто так выкидывать их жалко, честно говоря.